Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий в августе 2026 года. Что ожидать вашего знака зодиака и каков ключ к решению, возможно, вашей главной проблемы. Вот давайте с вами мы узнаем. И август у нас совпадает с коридором затмений. И начинается это 12 числа солнечного затмения в знаке Лев. И у нас еще Юпитер находится в знаке Лев. И это у нас сопровождается такими огненными энергиями, которые могут для нас означать такой своего рода перезагрузку или дать нам творческий импульс. Это в целом могут быть дела, которые связаны с детьми, с любовью и вашей самореализацией. Завершится коридор затмений у нас в Рыбах 28 числа. Это будет частичное лунное затмение, которое нам приносит освобождение или нам приносит прояснение какой-то ситуации, может быть, то, что шло в затяжку долгое время, тоже как неведомая сила ведет, и эта ситуация стремится к финалу. Но то, что как тайное станет явным, такое тоже не исключаю. И самое интересное, мои дорогие, в середине вот этого коридора 18 августа у нас происходит смена кармических узлов. И теперь ось у нас будет находиться Водолей, Лев. Что это вообще вот в целом, если мы об этих транзитах, и для вас, для вашего знака зодиака? Вот солнечное затмение во Льве 12 числа активизирует дом общих ресурсов для вас и глубоких связей. Это для кого-то могут означать вопросы наследства, например, или какой-то совместный счет, совместные вот отношения, дела, партнерские отношения. Здесь это может быть пересмотрено. Здесь может быть как требуется новое какое-то соглашение, как с чистого листа. Или, пусть это лист не чистый, но вот как прежде это как будто не может сохраняться. Я не исключаю, что для кого-то это как аннулировано что-то будет, да. И, может быть, нужно аннулировать, а потом написать что-то как заново. И в целом не принимайте поспешных окончательных решений, как минимум до 12 числа. У нас после 12 будут такие дни для сложных разговоров. Это буквально для вас с 13 по 16, может быть 17 утро. Но это если только диалоги, мои дорогие. Здесь не время бежать впереди паровоза и не время выносить такие, знаете, наотмашь вердикты. Почему? Потому что вообще в целом в течение августа выбираете больше диалог, нежели конфронтацию. Тут Марс может накалять для вас обстановку, но вы ведь люди сильные, вы умеете оставаться верны себе и на верном пути. Поэтому будьте вот к этому внимательны. Но, может быть, вот в эти даты, которые я сказала, здесь как раз наиболее предпочтительно вот так вот с глазу на глаз какой-то разговор, но в тональности дипломатии провести, если это необходимо. Итак, давайте карта пасьянса. События начала августа. Какова прелюдия всего того, что произойдет после? Помним, что это только лишь подготовка декораций. С чем будет связано? Вот и правда у кого-то могут быть соглашения, и это касается работы, например. Может быть, у кого-то книга открыта в нашем пасьянсе, это всегда учреждения или какие-то конторы, офисы, официальное что-то, да. Может быть, вы обращаетесь за тем, чтобы понимать, как в отношении вас работает закон. Или прежде чем вы, как вы решитесь на что-то, подпишете какой-то документ, вам тоже нужно понимать, на каком небе вы находитесь или чем это чревато. Может быть, вот и вы будете где-то, может быть, уже и планируете именно такую канву, что мне нужно вот так детализировать, разобраться. Но посмотрите, у вас судьбоносный месяц август, потому что у вас на кону Солнце. Солнце – это всегда выбор правильного направления. Солнце – это ясность, мои дорогие. Поэтому тут может быть, как и в начале месяца, может быть шаг за шагом какая-то ясность. Здесь может быть такая ясность, правда, мои дорогие. Все то, что я сказала еще до карт, каким-то образом может проигрываться. Смотрите, меч – это нож. А здесь у нас буквально 3 символа подряд. Все неоднозначно. Все-таки судьба вам расчищает путь, дает вам ясность, да, или прояснение какой-то ситуации. Но это приходит к вам. Может быть, вот предупрежден, вооружен, мы говорим. Нож обозначает ссору, но
раз предупрежден, значит, можно этого избежать. Причем вы можете получить какое-то известие, колокол – это неожиданное известие. Я не исключаю, что для кого-то это будет известие, которое связано со средствами массовой информации, да. Здесь, да, что-то проясняется, но вам это вроде как может не нравиться. Я бы сказала, для вас это может быть неожиданно, а может быть какая-то обстановка накалена, и вам хочется резко ответить кому-то. Держите марку, мои дорогие. Тут нужно вот как-то очень внимательно, осторожно. Ну, давайте мы разложим карты. И я вот увидела еще один символ. Цепи – это сердечная тяжесть. Это не есть что-то материальное, это не есть помеха, а это есть то, что мы обдумываем. И, может быть, обдумываем многократно. Но все равно Солнце, вот самый главный символ, да? Пусть даже если как-то криво, косо, непонятно, какое-то дело начинает развиваться или получает движение, ход, ну, поверьте, что вам это как по судьбе. В конечном итоге, пусть не быстро, все то, что я до карт говорила, может быть, самому концу месяца, вот к этому лунному затмению в рыбах, у вас таки прояснится какая-то история, ситуация или какой-то вопрос. Потом, потому что как будто радость наступает. А поначалу это вот такие сложные энергии могут быть. Давайте разложим до конца. Здесь может быть не одна новость, а вот следом. Может быть, это где-то в течение недели первой или, может быть, спустя неделю, да. Молния – это молниеносное известие, поэтому тут вот что-то такое будет. И молниеносное известие, мы как будто должны на это отреагировать. Но, тем не менее, у вас тут есть интересное что-то. Смотрите, радость, кот – это флирт, вдохновение, победа, мои дорогие. Победа в каком-то вопросе. Пусть эта победа с трудом дается. Опять же, все то, что я сказала, ну, значит, как-то так астрологические транзиты проигрываются для вас. Но судьба вам расчищает путь для того, чтобы больше было, ну, в каком-то вопросе не просто даже ясности, а стабильности, я бы сказала так. Потому как вы можете тогда уже что-то планировать более четко. Может быть, вам августа придется где-то посвятить тому, чтобы разобраться с каким-то вопросом. Но оно того стоит. Будет и радость, будет и хорошее настроение. Будет и победа, мои дорогие, любимые козероги. Смотрю, что у вас еще совпало, потому что в нашем раскладе, в нашем пасьянсе мы можем соединять карты, которые находятся в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали. И вот я должна сказать, из таких вот карт, как, допустим, змея или значений, или маска, вот это не совпало. То есть мы говорим по змее, по маске, что это кто-то из-под тишка, кто-то там специально что-то делает. Но, видимо, так вот именно складываются события. Кстати, могут складываться события в жизни конкретных людей. У них что-то меняется. Может быть, вам это что-то и неожиданно будет. Возможно, и не нравится где-то, да. Как, ну, не все нам нравится, это на самом деле. Особенно неожиданности. Мы можем что-то запланировать, а тут на тебе, у человека поменялось, и нам тоже где-то перекраивать наши планы придется. Будьте просто к этому готовы. Как и обстоятельства, так и люди оказывают влияние на вашу судьбу. Но, видимо, есть какая-то, знаете, как в небесных скрижалях прописанная ваша уже траектория этой судьбы. Поэтому даже если это как-то происходит не самым таким тривиальным путем, но это у вас такая дорога к солнцу. Совсем непростая, да, может быть. Но я надеюсь, что, может быть, это и не для всех, а для некоторых из вас это важно услышать. Но то, что дипломатом быть придется, это факт. И то, что диалог лучше конфронтации, это тоже. Не упустите. Итак, первый вопрос. Что нового придет в вашу жизнь? Что нового придет на ваш порог? И вторая карта. Кто проявит себя неожиданно? Или что вы не сможете игнорировать? Вот может быть какая-то ситуация. Может быть, каков ключ к решению как раз какого-то вопроса. И что прояснится? Какие дороги откроются перед козерогами? Что или кто изменит ваши планы? Судя по всему, изменит. Мы уже видим по пасьянсу. Но, может быть, не глобально. Чем вам запомнится, мои дорогие козероги, август месяц? И что нужно с собой взять из августа в будущее? Ну и как карта советы, соответственно, к чему приготовиться? Что будет дальше? Итак, что нового
а вот завершение какого-то вопроса. И, наверное, это правда элемент неожиданности. Тут что-то стремится именно к финалу. И, может быть, это сначала где-то месяца, вот нам же тут показали что-то такое подобное, вибрирующее, да? Может быть, какое-то завершение, оно для вас несколько будет неожиданно. Но, видимо, это по судьбе. У нас время сейчас с вами такое. Неожиданно вы можете узнать какую-то новость, которую человек от вас скрывал. Неожиданно может человек себя как-то поступить, поступить сам, да, или какое-то общее дело, когда вы предполагали, что это будет, как продолжение, а вот здесь продолжение, похоже, не может быть, по крайней мере, в прежнем ключе, в силу того, что у человека что-то поменялось. Или вот как-то так сложилось обстоятельства, может быть, судьба у человека. Может быть, вы где-то это будете воспринимать, вообще вам много общения предстоит. Карта Парк это всегда говорит о том, что много разговоров. Может быть, это по какой-то конкретной теме, которую вам и придется, кстати, пересматривать. Давайте мы достанем на картах Таро. Так что же нового? Что идет на ваш порог? Ну и что же там за поворотный момент? Вот судя по всему. Вот карта продолжает, семерка свечей или семерка жезлов. Мы говорим о том, что это когда вы нужны многим. Это когда на вас воздействуют разные люди. У них у каждого свой интерес. И вам как-то нужно правильно разобраться, нужно ли вам именно участвовать в чем-то, или вам какую-то свою позицию, может быть, придется так вот очень мудро, кстати, 22-й старший аркан, именно в этой колоде 22 карты, вам придется что-то очень мудро поступать. Может быть, проводить какие-то беседы, соглашения. И карта Лиса, тут, знаете, здесь вы можете даже так ощущать или думать, меня обманули. Я не могу сказать, что это какой-то такой заведомый обман. Но, может быть, или обстоятельства так складываются, хотя я не исключаю, что даже если вы узнаете какую-то тайну, она может быть сопряжена именно с тем, что, возможно, человек раньше, когда-то давно этого не знал, а планы у него, может быть, поменялись 2 недели или месяц тому назад, а он вас в этом не предупредил. Вот кто-то может чувствовать, что и в этом как бы подвох тоже. Не добавляйте себе грустных мыслей. Карта искаженного восприятия. Понимаете, тут то, как мы представляли, оно вот так не будет, мои дорогие. Тут что-то будет меняться. Не добавляйте себе как воспоминания, а почему же оно так не случилось, а почему же это вот как не срослось. А у кого-то будет необходимо еще и дорогу какую-то осуществить, может быть, поездку. В любом случае, карта заслуженного успеха, которая, кстати, вторит символу солнца. Вот вы продвигаетесь к собственному успеху, но каким-то непростым путем, мои дорогие козероги. Здесь, может быть, даже так сложатся обстоятельства, когда какая-то дорога вами будет, как спонтанный маршрут, да, как в анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. Но это может быть и дорога к вам какого-то человека. Здесь может быть, знаете, просто даже, все-таки мы все разные. Здесь может исходить от какой-то персоны ваш адрес, как-то поток какой-то информационный, и причем такой запутанный. И в конечном итоге вам человек может выдать, хорошо, давай с тобой встретимся, или я к тебе приеду, или какую-то встречу назначит. А у вас, может быть, свои планы. Вот вы тут этим можете даже быть, так раздосадованы, потому что у вас что-то тут распланировано по-другому. Но поверьте, значит, придется как и договариваться, так и встречаться, а может быть и вам куда-то ехать или принимать гостей. Вот тут у каждого по-разному. Для кого-то из вас это проиграется, да, причем надо быстро как-то. Может быть, это вопросы, которые касаются жилья. Я так не исключаю, да. Хоть я и говорила, возможно, наследство, но это ведь не обязательно. Здесь может быть банальная какая-то ситуация, что человек оказался в таком положении, что, может быть, он будет просить вашей помощи, чтобы вы его выручили именно в плане жилья. Приютили, что ли. Может быть и так, потому что карта башни, карта трансформации. Это может быть трансформация и для вас одновременно, понимаете, и для какого-то еще человека. Вам вместе как будто по судьбе нужно пройти какую-то траекторию, как дистанцию и выровнять какой-то вопрос. Вот это по судьбе. Вас-то ждет
определенно успех, но это не тот успех, который в августе, это несколько позже. Да, и все начнется с какой-то новости, мои дорогие. Будьте просто к этому готовы. Вот вам так судьба расчищает путь, но как в неожиданное что-то, да, или в общении вы узнаете, или, может, вам кто-то напишет, позвонит, или вы получите бумагу, тут по-разному может быть. Я не исключаю, что у кого-то это еще может быть связано с родственниками, может быть, с какой-то далекой родней, или даже с детьми, которые достаточно взрослые. Но тут у каждого по-своему. Хотя нельзя исключить все-таки шестерка мечей или шестерка перьев в этой колоде, и одновременно паж свечей может символизировать о какой-то ситуации, которая касается вашей работы, или откуда к вам приходят деньги. Может быть, вот именно с деньгами есть какой-то интерес, поэтому вы пойдете на компромисс, кстати. Вот я такое допускаю. Но это, помните, это ключ к решению проблемы. Или ключ к какому-то поворотному моменту, который пройдет еще время, прежде чем тут что-то отстроится. Но для вас вот именно так проигрывается солнце. Новое качество жизни. Придется какие-то темы вам решать. Ну, вот так вот зненацку, когда вы совершенно этого не ожидали. Ну, давайте следующий. Кто проявит себя неожиданно? Кто не оставит вас равнодушным, придется чем-то заниматься. Ну, елки-палки. Тут лиса, а тут змея. Змея там не выпала в нашем пасьянсе. Ну да, часто ведь, знаете, это такой человек, как символ, да, который долго за нами наблюдал, а свое что-то там задумал. Вот он думал, и потом в итоге, может быть, у него какой-то свой собственный момент X образовался, и мы узнаем таки вот эту новость. Но иногда по этой карте страстная любовь проходит тоже. Ну, давайте дополнительную достанем. Что же вас не оставит равнодушным, что вы не сможете игнорировать? А вы знаете, тут у кого-то, правда, и любовная история. Любовная история, которая, ну, как сложные отношения. Примите к сведению, что ключи в ваших руках. Вот посмотрите, на протяжении всего расклада, видимо, так складываются обстоятельства, что у вас-то сильная позиция. Но вокруг вас какая-то катавасия происходит. Или в жизни людей, с которыми вы близки, контактируете, да, ваше окружение, мы говорим. Или это как-то связано с домом, может быть, вашим, недвижимостью, да. Ну, ключи, опять же, в ваших руках, понимаете? Но вы как будто будете решать вот дверцу этой клетки открыть или закрыть. В какую сторону повернуть ключ? Направо или налево? В клетке роза – это символ любви. И здесь мы говорили с вами, здесь может быть даже как возвращение, я такого не исключаю, кстати. Смотрите, тут ведь очень две такие серьезные планеты, как Плутон, вот как раз по карте саркофаг. Ну, где-то прообраз. Так вот, это может быть такая ситуация, которая действительно отчасти связана с прошлым или с людьми, которых вы хорошо знаете. И по ретро-Плутону нам, к примеру, как бы астрология дает совет. Плутон останется вот в этом обратном движении до середины октября, по-моему, до 18-го, если память не изменяет. И нам ведь говорит как бы астрология, что та проблема, которая у тебя обрисовалась, может быть, даже в мае, или были предпосылки, или на начало июня, она шаг за шагом будет развиваться как-то по-своему в течение лета. Но к середине осени у тебя уже будет какой-то ответ. И это нам как по судьбе, Плутон. И ваша планета-управитель Сатурн, она ведь тоже в ретро. И вот это ретро-движение, опять же, какой-то дежавю. Это продлится до 11 декабря, почти до конца года. Поэтому, ну, я могу предположить, по крайней мере, для некоторых из вас, что какая-то история будет, знаете, так ступенчато решаться. Может быть, что-то, но вот именно к Солнцу-то вы идете. Ну, как-то не очень просто, хочется сказать, мои дорогие любимые козероги. Предупрежден, вооружен. И я надеюсь, может быть, это не для всех. Правда, все же расклад наш общий, поэтому принимайте лишь то, что откликается в вашей душе. Так все-таки, кто не оставит вас равнодушным? Ну, тут вот прямо какая-то история любви, когда вы кому-то не верите. А тут именно от этого человека вы получите какое-то известие. А тут у вас так вот поворачивается судьба, что вам
через того человека, кому вы либо не верите, либо сомневаетесь, либо была уже в вашей судьбе с конкретной персоной какая-то не самая приятная ситуация, то есть есть основания не верить, есть основания сомневаться. Но вот тут такая метаморфоза будет судьбы, что у вас, мои дорогие козероги, тут все переворачивается с ног на голову, как будто человек что-то меняет. Человек меняет планы. Или, может быть, тут как фортуна на вашей стороне вам дает какой-то шанс, и тогда вот даже тот человек, в отношении кого вы сомневаетесь, вам с ним придется какие-то беседы проводить, потому что есть для вас какой-то бонус или рациональное зерно, пусть маленькое, но вот какая-то польза есть, фортуна все-таки, понимаете? Либо конкретная персона вам может быть чем-то полезной, либо она вам может помочь. Давайте узнаем, так а что ж там прояснится? Что-то тут такое запутанное. Буду благодарна вашим комментариям, если в конце месяца вы найдете время и черкнете пару строк. Что это такое? А вот смотрите, что прояснится. Ведь это карта путаницы, птицы. Это много информации. Причем такой. Есть и фейки, есть и что-то запутанное. Есть причем не нарочито кто-то нас там пытается свести с пути истинного, а люди сами могут заблуждаться. Тут ведь и такой момент будет. А вот вам нужно так это руку на пульсе и каждую информацию перепроверять. И, кстати, много общения. Карта Сад нам сказала. А что это такое? Нулевой аркан. Какая-то глупость. Ну, почему-то мне так хочется сказать. Хотя, конечно, нулевой аркан о чем нам говорит, особенно в этой колоде. Это новый путь. Но мы тут оступиться не должны. Как будто не свалиться вот с этого обрыва. Сама карта очень добрая, она вот прямо как солнышко. Обычно мы говорим, это начало-начал, какой-то новый жизненный цикл, как новый путь, новое решение, нестандартное решение. Иногда это путешествие, мои дорогие. Но с учетом именно аркана птицы, здесь может проясниться какая-то вот именно запутанная история. Но, может быть, в течение августа что-то у вас шаг за шагом действительно становится на свои места. Но вот, видимо, не было бы для кого-то, не было бы счастья, да несчастье помогло. Кстати, для кого-то из вас проиграется так. Смотрите, аркан сила. Тут действительно на кону ваше солнце, ваши возможности. А по аркану силы это у нас вообще-то солнце в Деве, ну или карта критического мышления. Но давайте так, холодная голова, рационализм вам определенно помогает, как и найти достоверную информацию, так и определиться, когда, куда вы едете, если это необходимо, на что вы соглашаетесь. Помните, что это для вас, вот что прояснится какая-то, ну не совсем однозначная ситуация, запутанная какая-то ситуация. Она или будет в течение, все-таки два старших аркана, их всегда сложно трактовать, потому что они никогда в рамки времени не вписываются. Они всегда чуть дольше, понимаете? Ну, значит, шаг за шагом, пусть даже если это идет с заходом на осень, мои дорогие, ваша сила возрастает многократно, возрастают ваши возможности. Не случайно колесо фортуны. Так видите, колесо фортуны, оно тоже будет работать на более далекий период, на 6-8 месяцев. Следующая карта. Что или кто изменит ваши планы? Весело. Какой-то у вас интересный, правда, судьбоносный расклад. И вот так выглядит в этой колоде, которую пририсовал Чиро Маркетти, аркан развилка. Нам показана лестница. И, кстати, перейдите на мой сайт, ссылка будет в описании под видео, там вы поподробнее прочитаете об энергиях. Потому что я там даже сделала фото, когда писала гороскоп. И вот это фото той развилки, которая нас может ожидать в августе, я и прикрепила. Вот вам выпадает, да? Это вот выбор нам нужно делать. Надо сказать, что если в целом мы так астрологически рассматриваем август, то для нас, как вот это солнечное затмение открывает один какой-то путь, одну какую-то дверь, мои дорогие. А лунное затмение, это означает, что какую-то дверь мы закроем сами. И вот вам выпадает эта карта. Я поэтому ее, кстати, ей прикрепила. Как будто мы дошли до середины. И вот теперь мы должны выбирать. Вы будете стоять на выборе. Вас, конечно, это
не оставить неравнодушным какой-то выбор, может быть и неожиданное что-то предложение, может быть, мои дорогие, вам это не нравится предложение, потому что у вас что-то распланировано. Я, кстати, могу сказать, что вы можете кому-то даже не доверять, или как выбор вам без выбора может касаться. Ну ладно, так что или кто изменит ваши планы? Король свечей. Конкретный человек, который может вот так вот страстно или как-то вас в чем-то убеждать, или вас к чему-то призывать. Одновременно у кого-то это будет личная история, рыцарь чаш. Это признание в любви или добрая энергия. У кого-то вопросы, связанные с творчеством, вдохновением. Но для кого-то берите выше, потому что пусть не в этой колоде. Рыцарь чаш здесь именно эмоционально добрая карта, которая передает, ну, где-то пылкость чувств. А если мы возьмем, все колоды разные, но все же у нас расклад общий, поэтому я вспоминаю. И есть такая колода Таро иллюминатов. Так вот, там рыцарь чаш не кто-нибудь, а искатель Грааля. Там вообще не про любовь и не про эмоции. Там про холодность суждений и какую-то очень важную цель, как Грааль. Вот у кого-то из вас может совпадать чьи-то чувства и ваша холодная цель. И в этом будет какой-то непростой выбор, потому что вам будет сложно отказаться. И это будет где-то менять ваши планы. Да, тут будет история, которую я допускаю, она может быть и связана где-то с вашими материальными интересами, интересами по жилью, но еще и здесь личная жизнь. Королева чаш и рыцарь чаш. Здесь может быть для кого-то из вас и, кстати, ретро-Сатурн и ретро-Плутон нам может возвращать вот так называемых экс-бывших. Следующая карта. Чем же вам запомнится август? Ну, хотя все то, что мы с вами достали, вот этим точно может запомниться. Но что нужно с собой из августа взять в будущее? Стабильность, мои дорогие. Вот как ни крути, как тут вот какая-то метаморфоза у вас не переворачивается, какие бы тут новости к вам ни приходили, а ведь таким образом у вас могут решаться, точнее, вопросы, связанные с семьей, с вашей личной жизнью, с вашей парой, с вашими детьми, с вашим домом, местом жительства и переездом. Корни, мои дорогие, дерево. Я не исключаю, что у кого-то могут решаться вопросы и где-то по здоровью, но по этой карте это тогда улучшение идет. Но вот значит, есть смысл, понимаете, даже какие-то сложные диалоги проводить, потому что это в конечном итоге что-то вот, может быть, проявить не просто дипломатию, а определенную выдержку терпения, потому что, опять же, у людей что-то меняется, и у них-то судьба тоже меняется. Но вот, видимо, так прописано в небесных скрижалях, что воздействуют они на вас и меняется что-то у вас, правда? Здесь может какая-то финансовая история пересекаться с вашими интересами. И по финансовой истории здесь может быть неожиданное какое-то сообщение от человека, кстати. Но мы говорим, опять же, Паш, опять вестники, много информации. И об этом нам сказал и аркан птицы в колоде Ленорман, ну и карта сад. У кого-то это может совпадать даже, что вы поедете и окажетесь в той местности, где другой менталитет. Может быть, и люди говорят даже на другом языке. Вот, кстати, я такого тоже не исключаю. Мы все разные. И поэтому вам будет несколько сложно понять, что они говорят, что они хотят. Или вот, ну, как-то вам это дискомфортно может быть. Будьте к этому готовы. И самосохранение. Вот эта уверенность, которая вам выпадала в виде якоря в пасьянсе, я должна сказать, что вот именно это, вашу стабильность, неважно в каком эквиваленте, вам нужно вот какую-то обстановку или, может быть, какую-то историю взаимоотношений, как стабилизировать, и причем, так знаете, себе не в проигрыш, и одновременно. Да, тут по рыцарю Пентаклей идет именно какая-то продуманность, мои дорогие, причем финансовая продуманность. Здесь у вас может быть действительно какой-то интерес, и на кону у вас солнце. Вот нам все карты то и дело повторяют, что тебе может быть что-то неожиданное. Будет у тебя еще и такой вот выбор, Козерог. Будет, может быть, какое-то такое известие от человека,
но тоже где-то для тебя совершенно как внезапное, непредполагаемое. И ты поначалу можешь быть этим всем совершенно недоволен или обескуражен. Но именно так работает колесо фортуны. И посмотрите, у вас два солнца. Это, по сути дела, два значения выбора правильного направления. И где-то карты подсказывают, это новое качество жизни. А ведь, правда, в нашей судьбе чаще всего так и бывает, что все с ног на голову переворачивается, и именно в эти моменты мы узнаем, насколько же мы сильны. А вот когда мы расслаблены, как оно так, знаете, как изоление на кардиографе, хочется сказать, тянется одной. Ну, я надеюсь, вы понимаете мой сленг, просто у каждого свой профессиональный. Ну вот когда у нас все настолько как-то расслаблено, спокойно, мы тут к подвигам не готовы. А вот как что-то тут закрутится такое, нам давая такого порыва, да, как волшебного, может быть, и пенделя. Иногда и такое бывает. И тогда мы понимаем, насколько же мы действительно ресурсны, насколько мы сильны. Вот какая-то такая ситуация у вас может проиграться в августе. Но помните, тут есть смысл, ради чего стараться. Ради чего проводить диалоги или вообще в принципе рассматривать или слушать кого-то. Так вот, к чему приготовиться? Карта совет. А тут еще серьезнее. У вас в августе закручивается лихо какой-то сюжет, но он будет как для два солнца для вас означать. Или вот этот выбор направления, который сначала 6-8 месяцев, будьте готовы в ближайшие 6-8 месяцев. Тут может продолжаться какая-то история, и может быть кто-то документы будет оформлять, кто-то будет с чем-то разбираться, мои дорогие, кто-то поездки будет осуществлять или готовиться к какому-то, может быть, и далекому переезду. Вот это такая своеобразная подготовка или прелюдия в 6-8 месяцев в последующем, ну и может быть история, которая разворачивается в августе. Тут что-то у вас отстраивается затем лет на 10-20, на какой-то далекий период. Вот что-то стремится, не просто чтобы проясниться, ведь это по звезде сбываются наши мечты. По звезде к чему приготовиться, может быть, для кого-то из вас это вопросы будут связаны с работой, или как дополнительный вы заработок, кстати, должна тоже сказать, который, ну, может быть, через интернет посредством, да, потому что звезды, иногда эфир, интернет, пространство. Тут как и по времени я обрисовала более 10 лет, но точно так же и расстояние может проиграться, которое будет связано с тем, что ехать надо, правда, двойка пентаклей, именно так, тут два чемодана аж, но ведь это еще и выбор. Это какая-то история, которая была прежде, которая вам знакома. Вот неудобно идти, да, с двумя чемоданами. Вот именно если так. А как будто идти придется, мои дорогие. Вот такой совет. Взаимодействовать с кем-то придется, договариваться с кем-то придется. Будьте к этому готовы. И это будет продолжаться, но одновременно как будто в этом есть огромный смысл. Но пока еще непонятно, еще в августе не все отстроилось. И более того, еще 6-8 месяцев. Но постепенно эта история будет выравниваться. Вы потом поймете, вы себе когда-то скажете спасибо. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте публикации на моем сайте, ссылки в описании под видео. А я вас люблю. И вы, мои дорогие, будьте счастливы, будьте любимы всегда.